куриные бошки. Един多少钱？不到1块钱。这个我不吃，这寄到了吃不了。Личинки есть шелкопряда за килограмм. Самые дорогие, но мы их, иностранцы, не едим. Молоко немецкое. 9,90 за литр. Тоже немаловажно. Как настоящий кыргыз, как настоящий кочевник, мне хочется есть баранину. Бараньи ребра. Кабачки, по-моему, хорошие, большие, за 3,58 за полкилограмма. То есть килограмм около там 70 с чем-то стоит. Капуста стоит у нас 2 юаня за 500 грамм. Вот такая вот. Какая она? Фиолетовая капуста за 3 юаня полкилограмма. То есть килограмм 6 юаней. Это у нас корейская капуста. Полкилограмма стоит 2 юаня. 2 юаня стоит полкилограмма. Ну, то есть килограмм 4 юаня. Здесь зелень, грибы. Полкилограмма 5 юаней стоит. Морковка. Ну, на рынках, соответственно, овощи и фрукты, они подешевле, но в супермаркете, как бы, зимой здесь очень тепло и удобнее здесь закупаться. Морковка стоит 3 юаня за полкилограмма. Килограмм получается у нас за 6 юаней. Это 6 юаней. Ну, я округлять буду, там 2,98, но я буду округлять и вам называть сумму. Огурцы. Кстати, огурцы мне нужны, сейчас я их возьму. Огурцы 3 юаня за полкилограмма. Килограмм 6 юаней стоит. Так, яблоки. Ну, вот эти возьму, они хоть и не очень смотрятся, но вкусные, чем вот эти вот блестящие. То есть яблоки у нас получается... кстати, вот эти яблоки аксуйские, Аксу. Это ближе к Кыргызстану, к моей родине, к моей земле. Потому что если на карту посмотреть, Аксу находится там почти близко к Кыргызстану. Возьму яблоки со своей почти родной земли. И витамины тоже нужны, витаминами тоже надо питаться. Помидоры, вон, посмотрим, сколько стоит. Помидоры стоят у нас за килограмм. Ну, сейчас они дороговаты, но все же их возьмем. Килограмм у нас получается по 11 юаней. 1, 2. Так, апельсины. То, что нужно к новогоднему столу. По 2,95 за полкилограмма. Килограмм у нас получается 6 юаней стоит. Возьмем, наверное. Как же без апельсинов на новогодний стол, точнее мандарины. Бананы сколько стоят? За полкилограмма 5 юаней. Килограмм 10 юаней. 100 с лишним сомов. Килограмм бананов. Так, мандарины. Килограмм стоит у нас 5 юаней 90, а у меня вышло 1,5 килограмма, и цена вышла за 8,87. Что интересно, они на вот этих чеках весовых, они указывают вес в килограмме, цену и вес за килограмм. Но на ценнике они пишут за полкилограмма. Что интересно. Ладно, пойдемте в самый любимый отдел. Мясной, потому что кыргыз без мяса это не кыргыз. Но мясо я здесь редко ем. Если ем, то только курицу. Иногда могу позволить себе говядину, но как настоящий кыргыз, как настоящий кочевник, мне хочется есть баранину. Сейчас вот мы вам посмотрим мясо. Говядина за... Вон цена. За полкилограмма получается 36,80. У нас в Кыргызстане килограмм говядины сейчас, само в 500 стоит, по-моему. В Китае говядина очень дорогая. Баранина, говядина. Они свинину едят, но свинину мы не едим. А вот баранина стоит тоже за полкилограмма 36,80. Тут желудки всякие продают еще. Маринованные куски продают как раз для шашлыка сразу. Это у нас бараний желудок.
Мы кыргызский желудок тоже едим, но я не ем. Я ем только мясо. Бараньи ребра. Бараньи ребрышки. 4,99 за полкилограмма получается. Здесь у нас где-то по ощущениям килограмма 4 выйдет. Ладно, пойдемте дальше. Курица. Курица. Это же джурома. Джурома. Так, свинину мы не едим. Курицы нету. Джурома, да. Здесь все свинина. Свинину нельзя. Курицу можно. Сейчас мы куриные что-нибудь возьмем на Новый год. Майдиро. Тихо. Все. Давай. Куриные ножки будем кушать. Так, сан. Люга. За килограмм 20 юаней. У меня вышло 700 граммов. 14,62. 14,62. Куриные бошки. Един多少钱? 1块钱. Ага. Куриные бошки за полкилограмма 1 юань, за килограмм 2 юаня. 这个我不吃，这鸡腿我吃不了。啊，谢谢。这是鸡心。Куриные сердечки. За полкилограмма 6 юаней. За полкилограмма 20 юаней. Ладно. Да, бьем. Бумай. Она подумала, что я буду покупать куриные ножки, но я их не буду покупать. Так, еще вот такие вот личинки есть шелкопряда за килограмм. Самые дорогие, но мы их, иностранцы, не едим. За, получается, сколько? За килограмм у нас 60 юаней. Здесь у нас 600 грамм, 600 с лишним. За 36,59 юаней. Ну, я не знаю, я их ни разу... нет, я их ел в этом. Первый раз в Китай, когда приехал. И как? Подожди 15 минут, умрешь, не умрешь, посмотрим. Нет, пускай. Понятно, что? Ощущение такое, да. Это вот черные. А вот такие белые, они стоят по 93,57 за килограмм. Здесь у нас 400 грамм, они стоят 46,60 юаней. Что чертовски дорого, и не думаю, что для нас, иностранцев, это будет вкусно. Так, мне кукурузу еще надо взять. Кукурузу, приправы. Так. У нас обычно в странах СНГ кукуруза продается в баночках бандюэль. Но здесь мы кукурузу берем за вот таких упаковках. Тоже маринованная кукуруза. 6,90 за упаковку. 340 грамм. Цитрусовые полкилограмма стоит 2,98. Груша китайская полкилограмма стоит 1,88. Вот это наша, нормальная картошка. А вот это сладкая картошка. Она в Китае называется дигуа. Мы ее сладкая картошка называем. Батат, точнее, она называется батат. Получается, за полкилограмма 1,68. Картошка у нас идет за полкилограмма 1,58. Килограмм где-то 4 юаня стоит. 3-4 юаня. Лук полкилограмма 1,98. И вот этот 1,28 стоит. Вот такая еще тыква есть. Вот такая тыква стоит 1,38 за полкилограмма. Острый перец 5,38 за полкилограмма. Сладкий перец 3,58 за полкилограмма.
редька, ну где-то 3 юаня за полкилограмма. Хрен, полкилограмма, 4 юаня. Чеснок, 5 юаней за полкилограмма. О, мой один из любимых фруктов, драконий фрукт в Китае, довольно популярный. За полкг 4 юаня. Ну, 3,98, там 4 юаня выходит. Ну, сейчас не сезон, конечно, арбузы, соответственно, дорогие. За полкилограмма 6 юаней. Арбузы вот такие. Но летом они, соответственно, дешевле. Дыня. Ну, усредненно 6 юаней за полкилограмма. Но мне больше нравится хамигуйская дыня. По-моему, вон она. Здесь нету хамигуйской дыни. Такой сорт дыни. Она очень вкусная. Помело. Помело. Так, полкилограмма 4 юаня стоит. Ананасы. Полкилограмма 3 юаня стоит. Есть манго. Где цена их? А вот здесь они уже указаны. Килограмм получается 27,60. Здесь у нас 600 грамм и 18 юаней стоит. Вот такой вот один штук. Фрукты черри. В Китае они черри за полкилограмма 10,80. Потому что в Китае они не овощи, а относятся к фруктам. Пойдем в отдел, где хлеб продают. Хлеб здесь тоже довольно дорогой такой. Хлеб здесь не хлеб здесь больше булочка, наверное. Потому что я немножко до сих пор не привыкаю к китайскому хлебу. Ну и как такового хлеба такого нет. Есть, конечно, французские багеты, продают в отдельных местах, но ты их покушаешь, когда ты начинаешь разговаривать на франко-китайском, и у тебя получается «je m'étoile». На ломаном франко-китайском начинаешь общаться. Так, этот хлеб стоит 10 юаней. Есть еще вот такой хлеб. 6,60. 6,60. Но это булочка, а не хлеб, потому что он сладкий. А хлеб у нас такой в наших странах не сладкий. А здесь он сладкий. Ну, возьмем вот этот хлеб по 6, подешевле. Молоко немецкое. 9,90 за литр. Тоже немаловажно. Ну, молоко здесь, честно сказать, чуть, по-моему, дороговато, мне кажется. 10,50. Есть вот в таких пакетиках по 250 миллилитров за 5,30. Ну, все равно здесь молоко дороговато стоит. Так, пойдем в молочку. Что у нас в молочке продают? Молочка. Йогурты тоже есть у них. Вот эта упаковка 14 юаней стоит. Но все равно я хочу вот нашего молочка, йогурта точнее. Чудо, домик в деревне, там наши местные, Бишкек Сюд, Вимбельдан. Я вот по ним соскучился. Вот таких больших есть, тоже по 13,90. Вкусная, довольно вкусная. Но до нашего все равно далеко. Все равно не наше. Все-таки я вырос у себя и привык к своему, так сказать. Мороженое заграничное. Магнум 35,90 за упаковку. Сыр здесь дорогой довольно. Сыр довольно дорогой. И масло дорогое. Вот это масло, это не маргарин, это масло, но он дорогой. Сколько? 29,80 стоит за вот такую упаковку. Сыр есть наш, в смысле, ну вот, у нас тоже такой продают, да, по-моему? За 12,90 за упаковку. Но я хочу нормальный сыр. А это не нормальный сыр. По 18, местный китайский сыр какой-то. Есть вот такая моцарелла, 33,50. Ну, в общем, сыром питаться здесь дорого. О, школьники на меня смотрят. У них, кстати, форма вот такая. Спортивная, все школьники ходят. У них обычно еще галстук есть, но галстук они не надевают. Смеется, удивляется, что за иностранец ходит, снимает.
Ну все вроде, то, что смог показать, вам показал. Но можно еще морепродукты посмотреть. Вон там вон. 7 байхуа, осьминоги, или как они называются, в общем. 9,90 за полкило. Цены все на рыбу. Сами смотрите, я не рыбак, я в рыбах не разбираюсь. Пираньи, вот. Пираньи, шучу, это не пираньи. Здесь еще вот таких этих продают сразу, живьем. Дорогие. За полкилограмма 288 юаней. Вот эти штучки продают. Ну, это такие деликатесы морские. Ну, раки или кто это, вот эти вот существа. Ну, он вытянет не на 168, он килограмма, может, 2 весит. Где-то на 600 юаней, где-то, наверное, 500 юаней выйдет. 400 где-то. Заморозка. Мясо. Здесь надо быть осторожным, потому что в некоторых вот таких штуках может быть свинина. В общем, надо смотреть и знать, что брать, чтобы свинина не попалась. То, что вам смог показать, я вам показал. Небольшой обзор цен сделал. Делайте выводы сами, считайте сами. Думайте сами, решайте сами. Дорого ли нам жить в Китае? Ну, в принципе, недорого. В Аньшане, если жить, не так дорого. Покупать, готовить самому вполне дешево. Может, где-то в других городах, в Пекине, в Шанхае дороговато, но здесь я не жалуюсь. Здесь цены практически такие же, как в Бишкеке. Все доступно для студента. Конечно же, если самому готовить, покупать продукты, то обходится намного дешевле. Делитесь видео, если вам было интересно, и ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. До свидания, до следующей встречи.